Всем привет! Сегодня мы направляемся в Шаргород. Маленький городок в Винницкой области, бывший административный центр ныне упраздненного одноименного района. Город, некогда лежащий на пути крупных торговых потоков, из-за чего, собственно, неоднократно попадавшие разные военные разборки, чьи только интересы тут не сходились: поляков, татар, турок, казаков. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. И это все отложило отпечаток на город. Здесь даже такое, казалось бы, мирное и духовное здание, как синагога, построено по всем правилам фортификационных сооружений и являлось одним из элементов обороны города. Дома в еврейских кварталах имели по несколько выходов на случай погромов, оснащены были глубокими подвалами, а некоторые, по слухам, соединены были между собой подземными ходами. Тут даже католический костел соседствует с православным собором. История города началась в 1579 году, когда польский король Стефан Баторий, заботясь о защите юго-восточных рубежей Речи Посполитой, пожаловал своему канцлеру Яну Замойскому земли в районе малозаселенной Карачевской пустоши. Эти земли хоть и были отвоеваны у татар 200 лет до этого литовским князем Витольдом, но все равно они подвергались регулярным набегам этих самых татар. Карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят, красные пришли, тоже, понимаешь, грабить начали. Ну, куда христианину податься? Король пожаловал земли не просто так, а с высочайшим приказом навести на этих землях порядок, весь беспредел там прекратить, и для этого на слиянии рек Мурашка и Колбасной, интересно, откуда такое название, аккурат возле деревни Княжеская Лука, для охраны поставить крепость. Вместе с крепостью Ян основал городок, который первоначально назвал Шарогрудик, в честь своего предка и основателя рода Замойских Флориана Шарова. Кстати, Шары с польского переводится как «серый» или «седой». Так что, если не знать истории и названия города, то Шарогрудик можно буквально перевести как «серый городок» или «седой». Для строительства крепости, а потом и всей резиденции, Замойский пригласил лучших итальянских мастеров. Крепость в свое время представляла пятиконечную цитадель, усиленную земляным валом с чистоколом и рвом с водой. Увы, до наших дней от всего оборонного сооружения дожило всего пара построек. Это прежде всего сам замок Яна Замойского, построенный по итальянскому образцу Палаццо ин Фортеццо, дворец в крепости. Как видите, сам замок довольно компактный. На каждом этаже располагалось всего по 3-4 помещения. Замойские, правда, достаточно редко посещали свой дворец, но каждый приезд становился событием. К сожалению, место расположения крепости было изначально выбрано крайне неудачно, так как с ближайших холмов укрепление города очень хорошо просматривалось и простреливалось, чем и пользовались осаждающие. Первыми, кто попробовал на зуб шаргородские укрепления, были казацкие отряды Северина Наливайка в 1595 году. Но несмотря на то, что они тогда не смогли взять саму крепость, они нанесли сильный урон окраинам города. А потом понеслось. Крепость с замком, да и весь Шаргород сначала в 1648 году захватили казаки под руководством Максима Кривоноса, в 1651 году его отбили поляки, в 1952 году заняли войска Богдана Хмельницкого, в 1954 повторно польские войска, в 1672 году Шаргород захватили турки, в 1699 снова поляки. Как там у классика, смешались в кучу кони, люди. А крепость, как и весь город, с каждым годом приходила все больше в запустение. Реконструировать замок начали только в 1715 году, потом в 1850. После реконструкции дворец успел побывать в роли магнатского двора. Для этого его обнесли хозяйственными постройками, а в советское время он переквалифицировался в здание больницы. Второй сохранившейся постройкой крепости является восточная угловая башня. К сожалению, в отличие от дворца, к башне сейчас доступ затруднителен. Пройти можно разве что напролом через чьи-то огороды, ну или подлететь. А на юго-востоке от крепости находится Шаргородская синагога. Это первое в Европе подобное сооружение крепостного типа.
Построена она была еще в 1589 году, конечно, не без помощи князей Замойских, которые всячески поддерживали развитие в городе еврейской общины. Синагога не только служила домом для молитв и богословских занятий, но и являлась одним из ключевых элементов обороны города. Толстые стены, бойницы, боевой обвод крыши, наличие вместительных подвалов и разветвленных подземных ходов – все это позволяло выдерживать осады неприятеля. Так, при штурме города казацкими отрядами Наливайка подавляющее еврейское население города укрылось в стенах синагоги и тем самым осталось целым. Туркам это здание тоже приглянулось. Так, с 1672 по 1699 годы здесь размещалась мечеть. После революции здание опять поменяло свой профиль. В 30-е годах здесь располагалась крупомольная фабрика, а с 1948 года помещение сокоморсового завода. Но вернемся к истории города. В 1588 году Шаргород получает усеченное, но все же магдебургское право с разрешением проводить торги и 3 ярмарки в год. Это совместно с выгодным расположением города на перекрестке важных торговых путей способствовало бурному развитию в нем торговли и ремесел. И сюда после образования Люблинской унии начали активно прибывать евреи-переселенцы, которые старались компактно селиться поближе к торговому центру города, где торговля и ремесла могли принести большую прибыль. Так что со временем здесь формировалась уникальная архитектура еврейского штетла. А многие постройки сохранились до наших времен аж с 18 века. Колоритные улицы Шаргорода в 1990 году даже стали декорациями к фильму «Блуждающие звезды», снятому по одноименному роману Шалом Алейхема. Город также приглянулся и туркам. Напомню, Османская империя владела городом целых 27 лет, начиная с 1672 года. Турки, как истинные ценители торговли, озадачились возобновлением былых торговых потоков. Для этого начали восстанавливать городское хозяйство и заботиться о заселении города торговым людом. А сам город назвали Кучук-Стамбул, Малым Стамбулом. Но по условиям Карловицкого договора вынуждены были оставить город в 1699 году. Рассказ о городе был бы неполным, без упоминания еще одного здания. Костела святого Флориана. Согласно архитектурного замысла, костел был построен на противоположной стороне города от синагоги. Тем самым достигалось, как это научно сказать, пространственное противопоставление сооружений. Открыт костел в 1595 году и освящен в честь святого Флориана, покровителя рода Замойских, а по совместительству также покровителю пожарных и Польши. Кстати, иногда костел называют именем Флориана Шарова, ошибочно причисляя последнего к святым. Но речь идет о другом Флориане, фон Лорх или Лорхский, римском легионере, который был казнен за то, что принял христианство. Напротив костела через центральную улицу находится Свято-Николаевский мужской монастырь с огромным собором святого Николая.
отличительной особенностью которого от других православных храмов является то, что фасад, вопреки канону, обращен на юг, а не на запад. Это связано с тем, что здание изначально было заложено еще при Базилианах, когда монастырь был униатским. Точное время основания монастыря неизвестно, так как он первоначально находился в соседнем селе Калиновка и после разорительных войн 17 века сильно запустел. В 1718 году владелец Шаргорода Ян Александр Конец-Польский поселил там униатов. Примерно в 1748 году монастырь был переведен в Шаргород Станиславом Любомирским, а в 1782 новый владелец Шаргорода Иосиф Сосновский, да-да, это все реальные фамилии, предоставил монастырю под строительство часть развалин городских укреплений. В 1795 году монастырь становится православным, при нем действует семинария, а позже духовное училище, в котором в свое время учились поэт Степан Руданский и писатель Михаил Коцюбинский. Хочу еще упомянуть о двух храмах, один из которых восстановленный православный храм Иоанна Предтечи, оригинал которого был, увы, разрушен в 1939 году. Находится он в самом Шаргороде, рядом с замком. Храм известен еще с 1719 года, а построен был значительно раньше, но, как и в случае с монастырем, точная дата неизвестна. Зато известно, что на месте разрушенного храма до 1998 года находился магазин культоваров, а после этого здание было передано общине, переоборудовано в храм, а с 2009 года началось кропотливое восстановление помещений храма. Второй – это очень красивый деревянный храм Рождества Богородицы, расположенный под Шаргородом, в селе Слобода Шаргородская. О нем хочу только сказать, что храм был построен в 1750 году и был знаменит своим двухъярусным иконостасом с иконами греческого письма. Но не только историческими памятниками богата земля Шаргорода. В городе есть очень необычный памятник. Памятнику. Современная скульптура неизвестному или неоткрытому памятнику. Нет, сначала это была идея поставить памятник основателю города Яну Замойскому. Но, как это часто бывает, она была реализована через обычное авангардное место. И теперь вся скульптура интригует пытливые умы возле бывшей городской ратуши, аккурат напротив местной прокуратуры. Про маленький город с большой историей еще можно рассказывать и рассказывать. Но, увы, существует такая штука, как хронометраж программы. Поэтому на этом мы будем прощаться. До новых встреч. Ставьте лайки, плюсы, сердечки, смайлики, можете даже донатами. И пишите в комментариях, куда бы вы еще хотели отправиться путешествовать на нашем канале.